Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. В густом снежном лесу, заваленном белоснежным покрывалом, жила девушка по имени Анастасия. Ей было 18, и она обожала проводить время на природе, особенно зимой, когда лес становился волшебным местом, полным волшебных тайн. Каждый день она вставала рано утром, надевала шерстяную шаль на плечи, одевала теплые валенки и отправлялась в лес, чтобы гулять, наблюдать за зимними пейзажами и изучать природу. Однажды, во время одной из своих прогулок, Анастасия заметила вдали черную тень. Занимаясь фотографией диких животных, она пригляделась и увидела, что это был волк. Его изящная фигура резко выделялась на фоне сверкающего снега. Девушка осторожно приблизилась, но вдруг заметила, что волк хромает. При более тщательном рассмотрении она увидела кровь, капающую на снег из его лапы. Анастасия почувствовала прилив сострадания. Она вспомнила, сколько раз слышала истории об охотниках, которые безжалостно преследовали диких животных, и пришла к выводу, что волк мог стать жертвой одного из них. Девушка решила помочь. Она потихоньку, стараясь не испугать животное, подошла ближе. Встретившись взглядом с волком, она увидела в его глазах смесь боли и недоверия. «Мне нужно помочь тебе», — шептала она, протягивая руку. Волк, ощущая доброту покойной девушки, немного расслабился. Анастасия, осторожно описывая путь к нему, собралась с духом и принялась осматривать рану. Ей удалось увидеть, что в лапе волка затаилась металлическая пуля. Сердце Анастасии сжалось от обиды. Кто мог причинить вред такому прекрасному существу? Она знала, что рана требует немедленной помощи. Девушка достала из своей сумки небольшую аптечку, которую всегда брала с собой на прогулке. Спокойно глядя на волка, она стала медленно накладывать повязку и обрабатывать рану. Через некоторое время волк, кажется, успокоился и позволил ей провести необходимые манипуляции. Однако охотники все еще бродили по окрестностям. Однажды днем она заметила их следы, что заставило ее сердце забиться быстрее. Анастасия решила, что ей нужно отвезти волка в безопасное место. Она знала, что возле старой мельницы, заброшенной в лесу, есть укрытие, куда никто не стал бы заходить. На следующий день, используя свои знания в лесу, она потихоньку повела волка к мельнице. Путь был долгим и трудным, особенно для раненого волка. Анастасия всячески поддерживала его, и вскоре они достигли мельницы. Внутри было темно и холодно, но в то же время безопасно. Анастасия осталась там несколько дней, ухаживая за волком. Она обрабатывала рану, старалась находить ему еду и воду. Волк постепенно начал чувствовать себя лучше, а их связь становилась все сильнее. Каждый раз, когда Анастасия взглядывала в его глаза, она чувствовала благодарность и понимание. Однажды утром, когда снег все еще падал с неба, волк поднялся и, кажется, уже не чувствовал боли. Он повернулся к Анастасии и, прижав свою морду к ее руке, тихо заскулил. Девушка поняла, что сейчас пришло время отпустить его. Она знала, что волк — это не просто питомец, а дикое животное, которое должно быть свободным. Анастасия проводила волка до выхода из леса и, развернувшись, потеряла его из виду. Обернувшись, она увидела, как он исчез в белой мгле, но сердце ее било в такт с диким миром, который она так любила. Она знала, что сделала все возможное для спасения этого животного, и теперь оно могло жить свободно, вдали от опасностей охотников и человеческого вмешательства. С тех пор Анастасия продолжала свои исследования в лесу, но каждый раз, проходя мимо мельницы, она вспоминала о том, как спасала волка. И чувствовала, что он в любой момент может вернуться, чтобы напомнить ей о той поразительной связи, которую они обрели за это короткое время. И хотя их дороги разошлись, в ее сердце навсегда осталась частичка дикой природы, которую она так искренне любила. Дорогие друзья,
Если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.